Привет, с вами Андрей. Я представляю вам Патос, прохождение за варвара. Каннибализм даже от отчаяния это плохо. Я думаю, вы знаете, что такое каннибализм. Если кто не знает, то это пожирание своих сородичей одной расы. Поэтому это не самая лучшая идея. Итак, поехали. У нас, кстати говоря, есть каннибализм. Орка. Двойное нажатие и клик для взаимодействия. Так, мы начали игру. У нас мужчина, орк, варвар. Первый уровень зовут Горит. Скорость 4-3, сопротивление яд, таланты каннибализм и темное зрение. Каннибализм я уже озвучивал. А темное зрение это видеть теплокровных существ в темных областях подземелья. Поэтому, как говорится, продвигаемся. Смотрим, где мы. Мы в центре. Продвигаемся. Видим кобольта начального. Это у нас тарталетка, она вроде называется, ее есть можно. Кремовый пирог. Очень опасная штука, особенно если ее метать. Но в плане еды она хорошая вещь. Она считается овощем в этой игре. Что удивительно, но все же. У нас сразу спуск есть в погреб. Садитесь с разработчиком, если хотите добавить новый перевод или поддержать существующий перевод или внести изменения. Так, судя по всему, мы отсюда выходим, потому что бочки мы не сдвинем, как бы мы ни пытались это сделать. А чтобы открыть бочки, нужна кирка. Хотя это не логично, но все же в игре именно так это реализовано. Кирка дворфовская. Причем самая обычная кирка еще и не подойдет. Кнут хорошая вещь для дальнобойное оружие. Плюс одна клетка. Рекомендуется сохранить. Потому что у персонажа дальнего боя у нас, кстати, есть снаряжение, я не показал вам. У нас двуручный меч Байдана, непроклятый костюм. Одна монета, продуктовый паёк, шакал, кровавое зелье, кнут и непроклятый топор, который у нас изначально был. Кнут мы нашли, кровавое зелье тоже нашли, шакал нашли. Вот как-то так. Поэтому начинаем. В принципе, персонаж не самый плохой, если исходить из того, что у нас есть. Есть персонажи. Если взломать замок силой, то это вызовет срабатывание ловушки. Мы только что прыгнули, скажем так, провалились. Но мы погибли. Нет, мы его убили. Нам повезло. Мы на 4-м уровне подземелья сейчас. Мы провалились в люк. Вот. Грид заставляет сработать люк в полу. Грид убивает шакала, который только что мы увидели, и ученика, который стал к нам враждебен. Соответственно, мы провалились в люк. Советую сваливать с 4-го уровня, потому что на начальном этапе, чем, как говорится, меньше у вас проблем на начальном этапе, тем комфортнее вам играть. И ключи, вот, которые вы находите, это прям must have. Рекомендуется идти по порядку, потому что если вы свалитесь где-нибудь уровень на 10, а вы будете гораздо ниже уровнем, то это будет просто финиш. Не рекомендуется. Максимально стоит сваливать. Ясно. Запертый сундук. Взять.
А ключ сломался? Серьезно? Какой одноразовый ключ попался. Ну, не повезло нам в этом вопросе. Мы могли бы ученика съесть, но он нам не актуален. Пауков начальных лучше не есть, пещерные которые. Отлично. Судя по звуку, там есть газовые споры, которые из сонной ловушки, которые плодятся. Так, мы на 3-м уровне. Ко мне по одну ловушку попали. Шипучее зелье. Наша задача свалить обратно к себе на 1-й уровень, который мы не доисследовали, только потому, что нас телепортировало дальше. Потому что очередной люк в полу. Как говорится, от таких ловушек никто не застрахован. Недопыря есть нельзя, потому что он дает эффект ошеломления. У нас есть верстак, хорошая вещь. Но опять же, для нас комнату закрыли. Хотя мы... Сундук можно... Фонарь, нунчаки, свиток, кожаный плащ. Ну, это единственная стрела. Это если стрелять. Фонарь можно использовать, но там нужно зелье масла. То есть это такое себе. Не рекомендуется в общем и целом. Это, скорее всего, собакановская локация. Вот и лук, кстати, пришел. Но опять же, мы слишком высоко. Мы находимся на 5-м уровне. Хотя мы сами, в принципе, 4-й, но нам нужно вниз. Мы слишком высоко запрыгнули. Мы постоянно проваливаемся в ямы. Вот. Тут не написано. Вон, срабатывает люк в полу. Очередной раз. Подобрали 17 монет, убили недопыря. То есть нам просто откровенно не везет. Мы постоянно попадаем на одни и те же ловушки. Но для нас это не критично, учитывая то, что мы, как говорится, в переходе забрали того, кто нам мог повреждений много нанести. Фонарь в большинстве случаев использовать можно, но он, учитывая то, что он будет проклятый, может быть, это очень опасный он. Это туманное облако, очень опасное существо, если вы его не убьете. Его в идеале бить дистанционно, потому что он вас охватывает, и вы его не сможете убить. А вы будете вырываться до тех пор, пока вы... Опять же, на нас... Это котенок вроде, да? Да, это котенок. Это зелье воды. Можно его, в принципе, не пить. Мы это и так знаем. Ну вы, наверное, не знаете. Но факт остается фактом. Нападают шакалы. Какая-то каюта. Ну, там принцип особо не меняется. Наша задача подпускать по одному их, потому что если они все дружно на нас толпой нападут, мы, скорее всего, проиграем им. Потому что наша начальная броня не позволяет нам держать очень много урона. Что касаемо фонтанов, я говорил ранее об этом. Фонтаны стоит открывать на 8-м уровне плюс. Потому что там могут выпасть очень опасные ребята, такие как каменный голем, либо водяной элементаль, вроде он называется. Одним словом, серьезные ребята, которым не так-то просто противопоставить что-либо. Поэтому рекомендуется фонтаны открывать позже, а не раньше. Единственное, что можно сделать, если вы знаете, что за зелье, смыть его.
благодаря темному зрению вот это соломенный голем. Достаточно главная его особенность, он имеет руки. Мы только что видели лепрекона на текущей локации. Нам нужно тупо убегать отсюда, потому что если мы отсюда не убежим, нас лепрекон, скорее всего, достанет. Лепреконы не самые тяжелые существа, но они, опять же, они очень мерзопакостные. Они крадут ваше золото, а грейжен их версии, они просто элементарно начнут оживлять вашу экипировку. Да, то есть ваша экипировка может на вас напасть. А когда она на вас нападет, это будет очень тяжело. Поэтому вот только что, который был лепрекон зеленого цвета, он не самый тяжелый, он просто... Что он вам максимум сможет сделать, так это... Вот он, люк в полу, в который мы провалились. Лепрекон максимум сможет ударить, но у него урон очень маленький. Это гоблин. В большинстве случаев не самый сильный враг, но если вы очень медленный персонаж, либо очень слабый в милишном бою, то для вас он очень критичен. Ловушки не с первого раза обезвреживаются, поэтому их надо по нескольку раз обезвреживать. Поэтому лучше лишний раз перестраховаться. Наша задача не погибнуть персонажем, потому что вот такие вот прыжки сразу на 4-й этаж с 1-го. Особенно если персонаж очень слабый, без вещей, без ничего. Но это, по сути говоря, поражение. Опять же, был только что неистовый кролик. Он может дать бешенство, которое только снять можно... Ну, по сути, это как болезнь идет, бешенство, и, соответственно, вы его только снять можете. Ну вот сам священник, самый ценный персонаж, по моему мнению. Ну, неважно, как его зовут, факт в том, что он... Это святой храм. Благодаря у этого священника за карму, которую мы копим за убийство мобов, ну и другие полезные дела, например, обмен золота, вы можете у него снять за 150 кармы характеристики, что очень полезно бывает. Одним словом, очень хороший персонаж, с ним не стоит конфликтовать вообще никак. Если есть возможность, его лучше не убивать максимально долго. Потому что он самый ценный персонаж. Опять же, мы зря подняли, надо было дробить. А, у нас 2 запертых сундука, ясно. Так. Бочки, как я говорил раньше, открыть не получится. Их можно сдвинуть, бочки, но опять же, сдвинете вы их в том случае, если за ними что-то есть. Как, например, вот здесь вот люк. Ну, это не люк, это яма в данный момент. Был бы люк, мы бы уже свалились на этаж ниже. Трон. Опять же, трон и плюс, и минус. Потому что трон хорошая вещь, с одной стороны. Он дает... Он дать вам может хороший эффект. Но он может сработать как люк в полу, и вы просто провалитесь вниз. Что вам крайне не нужно. Вот опять же, это слизняк. На начале он очень профитен, особенно мясоедом, тот, кто ест мясо. А тот, кто не ест мясо, вот, пожалуйста, апельсинчики. Как говорится, закусывай не хочу. Тут да, тут есть разные типы еды. То есть разные типы персонажей по-разному питаются. Есть мясоеды, травоядные, там, землеядные, камнеядные, там, биоядные и так далее. В нашем случае наш орк всеядный. То есть он ест все. Ну, имеется в виду, он так называется всеядный. Он ест, соответственно, мясо, ест овощи, ест траву. Но не всю, опять же.
То есть, например, те же свитки, они считаются бумагой, трава, он есть не будет. Но, например, те же овощи он есть будет. Поэтому тут стоит это тоже учитывать. Когда вы планируете играть за какого-то конкретного персонажа, стоит смотреть, как он питается. Опять же, по питанию это вообще отдельная тема. То есть, благодаря питанию можно раскачать персонажа просто до нельзя. Почему? Потому что вы можете с помощью, например, свитка превращения, не свитка, а кольца превращения, заклинаний превращения, превратиться в то, что ест ту или иную вещь. Например, дерево, там, камень и так далее. Нам нужно вверх идти. Ловушка камнепадная. Ну, вот как-то так, в общем и целом. Опять же, на начальном этапе, конечно, вот тут всякие вот крысы и не крысы, но опять же, они тоже очень важны, потому что особенно если вы пойдете не один, а, скажем, с питомцем, ну, в нашем случае мы без питомца идем. Питомцы бывают на начальном этапе сильнее своих хозяев. Поэтому можно на них, как говорится, положиться, и они вам вытащат начальные локации все. По крайней мере, большинство локаций вытащит и большинство боев. Но опять же, не все бои могут питомцы вытащить. Бывают откровенные, очень сильные враги, которые питомцы просто не в состоянии вывести. Но на начале их не так уж и много. Исключение, если вам откровенно не повезет. Ну, получается, на первом уровне идем дальше, ниже. Идем через камнепадную ловушку. Камни, в принципе, можно взять, если нам их отдадут. В большинстве случаев те вещи, которые большим числовым значением, например, там вот в нашем случае 5 камней было, это, скорее всего, не проклятые вещи. То есть их рекомендуется именно, опять же, у нас пустая книга. Либо мы ее просто смыли элементарно. Опять же, книга с пустыми страницами — это пустая книга, которой можно благодаря волшебному маркеру элементарно сделать любую другую книгу. Либо ее разобрать и сделать то, что вам нужно. То, что вам нужно. Ну, как сказать, не то, что вам нужно. То есть вы, когда пишете маркером, вы не выбираете, какая именно у вас будет книга. Но факт в том, что вы можете сделать себе магическую книгу благодаря магическому маркеру. Хорошая вещь, я, правда, никогда не практиковал это дело, но факт остается фактом, что очень удобно. Опять же, мы нашли еду, что хорошо. У нас, видимо, стоит просветка коридоров, потому что это очень удобно. Если бы у нас она не стояла, мы бы каждый метр нам дали тишину. Тишина критична. Опять же, дебаф. Вы двигаетесь в жуткой тишине и не можете произнести ни одного слова вслух. Тишина очень критична для магов, для магических классов и тех всех похожих на него. Почему? Потому что тишина, она, в общем и целом, она достаточно тяжелая. Она просто, все маги не смогут кастовать заклинания свои. Опять же, мы застряли в капкане. Хорошая вещь капкан, но опять же. То есть, получается, нам нужно элементарно обезвредить капкан. Капкан обезврежен. У нас был на каком-то из уровней, на 5-м аж уровне, у нас есть верстак. Но это очень далеко. Это большой кобальт. Не самое сильное существо. Это грейженая версия обычного кобальта.
их можно есть, если вы имеете сопротивление к яду. Если вы его не имеете, лучше его не есть, потому что он вас отравит. На текущем уровне у нас вот тот самый главный персонаж, о котором я говорил. Скрипучая доска привлекает внимание к месту, где вы поскрипели, скажем так. Поэтому нужно готовиться к тому, что все мобы на вас прибегут, если она в данный момент присутствует на уровне. Вот опять же кролик. Кролик для нас не опасен, если он не агрессивный. Сундуки лучше открывать ключами. Опять же, мы не в ту сторону пошли. Если есть возможность, сундуки лучше открывать ключами. Если, конечно, время терпит и вам не критично прям что-то нужно из сундука. Ключи либо заклинания есть похожего типа, но опять же это больше к магам. Либо когда вы уже раскачаетесь, вы сможете сделать. Ну, спасибо. Магии открывать все замки, как и закрывать их, собственно. У нас есть кленовая палочка. Я думаю ее прозвонить. Единственное, нам нужно встать поудобнее, чтобы рикошета в меня не было. Махнули палочкой, это оказалась палочка бесполезности. То есть, по сути говоря, это палочка, которую можно развеивать в мастерской, и вам, по сути, за это ничего и не будет. Ну, для каких-то вещей она подойдет. Но фишка в том, что наш персонаж, ничего в мастерской не умеет. У него есть парное оружие, он читать умеет, что очень важно. Взлом он плохо, верховая езда, плавание. Он плавать даже умеет, я удивлен. Ловушки плохо, ну и заклинания воплощения, то есть ударные заклинания. Большинство видов оружия и все виды брони. Мы в углу находимся. В большинстве случаев комнаты... Сейчас я покажу вам. Комнаты в большинстве случаев имеют представление собой квадратик 3 на 3. Сейчас я вам покажу вам на втором уровне, например. Вот, мы перешли, они как бы имеют 3 на 3 квадратики. Ну, там квадраты могут меняться прямоугольниками, становиться квадратами. Но факт в том, что получается квадратик 3 на 3. Соответственно, вы всегда будете знать, в каком месте вы примерно находитесь, если посмотрите на карту. Соответственно, мы сейчас в углу, значит, у нас дорога единственная вниз. Бывают такие локации, где вы не можете достать, но вам нужно чисто прокапывать. Брать палочку копания, например, или заклинание копания, или что-то похожее. И элементарно копать. Опять же, только что открылась дверь. Вот проблема существ с руками, они открывают двери. Соответственно, ты... Замечательно. Нам прямо повезло. Здесь опять же святой храм. Это прям классная локация. Ее главное сохранить бы. Надо все сюда переносить. Да, тут звуки периодически. Единственное, можно от звуков избавиться, либо отключить их в наушниках. Не в наушниках, а в настройках. Либо одеть наушники. Тут есть в игре наушники.
так называемые, их одеваешь, и ты не слышишь никаких звуков. Соответственно, тебя крики там банши и тому подобное не взаимодействуют с тобой. Хоб-гоблин. Но он нам еду не дал, что очень плохо. Вот опять же, есть сундучок. Берем с собой, переносим его. Ставим его вот сюда. Нам бы в идеале перенести все остальные сундуки к нам на этаж. И в этот сундучок все складировать, все, что нам не нужно. Чтобы, опять же, вот, например, боевой молот нам не нужен, потому что он очень тяжелый, и его вы вряд ли оденете. Не самая ценная вещь. Фонарь, он хороший, но он может быть проклятый. Палочка бесполезности нам также не актуальна. Кнут, лук и так далее, они хороши, но мы не знаем, насколько они проклятые. Можно, в принципе, сейчас попробовать прозвонить их все дружно. Взять, например, плащи, орчий шлем взять, фонарь взять. Книга нам не актуальна. Ну и все. И сейчас мы прозвоним. Вот почему я говорю, это самый хороший персонаж. К нему подходишь, дары, за карму. За 50 карм определение духовности. Узнать духовный статус всех невесомых вещей. Духовность определена. Все, спасибо. Смотрим. Не проклятый фонарь, то есть мы его можем смело одеть. Не проклятый лук, но проклятый кнут. О чем я и говорил. То есть мы можем использовать лук, потому что он не проклятый, но не сможем использовать кнут, хотя кнут был бы попрофитнее. Опять же, проклятые стрелы. Два вида. То есть они нам не нужны. А учитывая то, что у нас нету стрел на лук, то и нам и лук не актуален. Что касаемо зелий, зелий надо кидать. Камень нам попался благословленный. У нас есть благословленный кожаный плащ, что очень хорошо. То есть мы его сейчас, скорее всего, оденем. А не проклятый плащ мы переложим. Оптимальнее всего у нас еще плащ плюс 3, то есть нам очень сильно повезло. А шлем плюс 1. Соответственно, нам не нужно это. Чтобы открыть зелья, нужно кидать их во врагов с руками. То есть, если вы видите, что, например, умеет враг открывать двери, умеет там... Я даже не знаю. Ну, по сути, говорит, сквозь двери проходить, если он умеет. Либо вы визуально видите, что у него есть руки. Тогда стоит в него кидать зелья. Но опять же, учтите, что зелья могут против вас сыграть злую шутку, особенно если это будут какие-нибудь зелья. Да я даже не знаю. Превращение, например. То есть вы из безобидного существа превратите его там, в какое-нибудь самое тяжелое из всех. И будете потом разгребать. Что будет крайне тяжело. Опять же, мы, в принципе, можем посидеть на троне. Но не факт, что он нам позитивный момент даст. Но все равно стоит попробовать. Сейчас посмотрим, как она вообще отразится на нас. А, здесь телепорт. И мы его смогли обезвредить. Отлично. Так. Где у нас переходики? Идим, посидим на троне. Да. Трон хорошая вещь, но он может дать негативные черты нам. Нам придется их снимать. То есть не негативные черты, а снять там, например, количество. Ну, сейчас я вам покажу все. Придем к трону, я покажу. Нам надо с собой взять еще ящики. Мы потому что на следующем уровне будем. Вон наш трон сверху. Персонаж надо снизу идет. А, нет, слева. Мы могли бы элементарно вещи в мастерской. Например, вам нужно железная булава. Значит, нужно в мастерскую запихнуть много железа.
Вот опять же, трон. Кнопка сесть. Но опять же, вероятность того, что произойдет с вами. Либо у вас характеристику уберут, либо увеличат. Либо дадут урон шоком, либо полечат. Либо снимут болезнь, слепоту, либо уничтожат ценность золота. Либо дадут слепоту, либо наделяют проклятым. Либо карту уровня. Всегда 30, но это, скорее всего, она открыта будет. Получаете видение невидимо хорошее. Телепортация персонажа сомнительная. Телепортация ценность это тоже сомнительная. Превращает вещи, что очень плохо. Опознает все, хорошая вещь. Ошеломление тяжелое. Навык тяжелые доспехи хорошая вещь. Оживление предметы. Вот про что я говорил, самое опасное. Потому что заклинает ценность увеличения не расколдовывает. Вот это, честно говоря, я не знаю. Питает энергию, но это вашу магию восстанавливает. И следующее здоровье. Либо просто вот он при 50% люк в полу дает. Соответственно, вы можете сесть, и ничего не произошло. А нам дали ману на плюс 4. Лучше больше не рисковать, потому что следующее, скорее всего, будет люк в полу. Он нам не актуален. Мы проголодались. Ну, можно перекусить, наверное, апельсинчиком, чтобы он не сильно заморачивался. Вот опять же, вот эта вот зеленая плесень, она бьет возвраткой ядом или кислотой, я точно уж не помню. Кислотой она бьет возвраткой. Ответный удар мстит 50% дистанции. Один кислотный удар наносит кислота 2,8. То есть она нас будет бить кислотой без сопротивления кислоты. Вот опять же, кого мы видим. Но учитывая то, что мы сейчас у него можем покидать зелье. То есть у нас вот тут находится мейн. Вроде бы его так зовут. Да, мейн его зовут. Вот берем, в него кидаем зелье, которое нам бы хотелось опознать. Мы промахнулись. Мы распознали. Это зелье подсматривания. Это зелье сна. Только что было. И последнее зелье. Мы промахнулись. Убираем его. Мейна есть можно, но опять же, если вы иммунны к яду. Эти зелья мы просто еще в кого-нибудь покидаем. То есть мы уже, получается, 2 зелья распознали. Получается, первый, третий уровень. Мы идем на 3-й уровень. Локацию. По идее, конечно, нам что-то пока особо не завозит. Но опять же, чем выше уровень, тем вам будет проще. Опять же, смотрим. Судя по карте, она где-то вот здесь вот. Плюс-минус. Да, вот дверь с краешку. Пнуть. Да, в нетхаке она будет, человек пинает ее несколько раз, и не факт, что еще с первого раза выбьет. Но факт остается фактом, что в патосе этот вопрос упрощен. Он бьет один раз, и в большинстве случаев он либо активирует ловушку, если бьет силой, либо если он ее обезвреживает, то в этом вопросе все проще становится, он просто открывает дверь. В принципе, можно фонарь использовать. Опять же, у нас грузоподъемность очень большая. Что у нас такое тяжелое? У нас 3 запертых сундука. Ну, учитывая то, что нам их пока не открыть, я их предлагаю просто дропнуть в одно место, чтобы они просто лежали. Непроклятый топор мы выкладываем, потому что мы двуручный меч носим. Свитки, их желательно под огонь не подставлять, потому что вы, скорее всего, потеряете эти свитки. Как и зелье под воду не подставлять. Есть камни. Ну, камни, чтобы дальнобойные, против дальнобойных персонажей играть. Одним глазком посмотрим на... четверки мы уже были.
Можно, в принципе, фонарь включить, учитывая то, что он не проклятый. Единственное, у него зарядка есть. Но учитывая то, что мы не знаем зелье масла, какое у нас оно в данный момент. Поэтому фонарь мы, скорее всего, выложим потом, когда он закончится. Змея. Это опасная ядовитая змея. Она бьет ядом. Если у вас иммунитета на яд нету, она вас, скорее всего, отравит. И накинет яда много очень. Вот опять же, лепрекон, о котором я говорил ранее. Если вы без монет, лепрекон для вас не представляет опасности вообще никакой. Поэтому рекомендуется избавиться от всех монет абсолютно. Выкинуть. Да, и у вас их могут скоммуниздить, с этим никто не спорит. Самый простой способ от них избавиться, учитывая то, что уровни, переложить их просто на другой уровень. Это самый простой способ, потому что время на текущем уровне, на предыдущем, вот, например, мы сейчас на 3-й уровень их перекладываем, в сторону, скажем. Время на этом уровне останавливается, пока вас нету. Как только вы туда приходите, время возобновляет свой ход. Соответственно, лепрекон для нас не представляет опасности, потому что он не сможет телепортироваться от нас. Хотя, казалось бы, да, он достаточно сильный противник. Но самый опасный, я же говорил, самый опасный лепрекон, который, вот, он как... И он убежал. То есть он, видите, какая тактика у него. Пещерный паук, я говорил. Если у вас, например, есть этот питомец, скажем, мясоед, роте. Хорошая вещь, дропает много еды. Рекомендуется есть сразу, чтобы проблем с едой не возникало. Опять же, вот лепреконыч еще один. Убрали. 34 опыта за него получили. Дриада. Вот эта вот текущая женщина. Ее зовут фея. Одним словом, если нету этого, вот этого священного храма, который на предыдущем уровне есть, у дриады, в принципе, тоже неплохие вещи, но и не прям, чтобы прям must-have. Она, по сути говоря, в основном вам дает питомцев всех. То есть она благословляет вещи, высиживает вещи, высиживает яйца, просит единорога, то есть к вам единорог присоединяется, очищает от магии зелья, свиток, книгу, увеличивает силу вашего союзника и призывает вашего союзника нового. Соответственно, это как бы дриада, это как бы союзный персонаж, который постоянно всех всем присылает. То есть, если вам нужен какой-то союзник, то обращайтесь к дриаде, она вам кого-нибудь подкинет. На самом деле хорошая вещь, но я пользуюсь не дриадой, а я пользуюсь, есть темный котел, вроде он называется, или мистический ковен, как-то так. Он там дает коня. Ну, это дальше, если мы будем проходить, я вам покажу. Но пока мы его не встречали еще. Поэтому смотрим 5-й уровень в целом. Опять же, главное идти по принципу номер этажа, номер персонажа, уровень персонажа. То есть, если вы понимаете, что вы еще слишком маленький, то есть, например, у нас 5-5 в данный момент, то, в принципе, мы идем неплохо. Но все же рекомендуется на начале, на самом начале идти в как говорится, в гномий город. Там достаточно многолюдно, и вы сможете прокачаться. Опять же, ядовитый паук. Паук 2-го уровня, костяной его зовут. Достаточно тяжелое существо, кушать его можно, если вы имеете иммунитет на яд. Если иммунитета на яд у вас нету, его кушать вы не сможете. Точнее, вы его съесть сможете, но вы получите
снижение с неким шансом. Недопыря есть нельзя, потому что он даст вам ошеломление. Ледяное чудо. Очень опасные существа, вот такие вот хранители, искатели льда, там, воды, воздуха и так далее. Очень опасные личности, они могут стать агрессивные к вам. А если они станут агрессивные к вам, вы просто начнете офигевать от того, что они... Вот о чем я и говорил, смотрите. Вот опять же, видите, сейчас гомункул. А гомункул бьет сном. Вот это вот гомункул. А у нас нет иммунитета на сон. Вот о чем я и говорил. Искатели очень опасны тем, что они могут элементарно становиться враждебные к вам. И их вот эти вот сферы летающие, особенно если искатель прокачанный, то это просто трындец. Они вас тупо заколебут своими сферами. Поэтому их надо максимально сжать в узком проходе. Вот эта блоха водная, но она называется гигантская, она, по сути, я ее называю водной блохой. То есть она... Сейчас вам покажу характеристики. 3-й уровень насекомые. Она имеет талант прыжки. Тут им прыжки дали. Ну, факт в том, что раньше у нее была вода. То есть она элементарно плавала по воде. Но сейчас у нее, видите, талант прыжки оставили только. Искателей льда есть можно, потому что, ну, опять же, не всем классам. Например, мы орк, варвар, мужчина, а искатель льда был человеком. Мы его можем есть, потому что мы не человек. Опять же, даже человека можно было бы есть, но, опять же, нужен талант каннибализм, который у нас в данный момент присутствует. Но, опять же, он присутствует только потому, что мы орк. Если мы бы играли бы другим классом, его надо было прокачивать, этот талант каннибализм. Мы получили карму 250 единиц. И нам поэтому сигнал прозвонил, что мы получили карму. На каждом таком ступеньке, там 250 и так далее. Вот это вот очень опасное существо, это один из дракончиков. Синий дракончик, насколько мне не изменяет память, это этот, электрический. Вот он, про кого я говорил. Мы, скорее всего, погибли, потому что мы его не убьем. Не, мы телепортировались, нам повезло в этом вопросе. Мы заразились жаждой. Это наказание жажда, она... Вы выпиваете все, что находите, вне зависимости от того, позитивное это или негативное. Мы прогибли, скорее всего, здесь. Я рекомендую сваливать на предыдущий уровень, чтобы повысить свой шанс на выживание. Особенно если на предыдущем уровне за вами никто не гонится. Жажду можно снять, и мы сейчас этим будем заниматься. Для этого нам нужно перебежать на 3-й уровень локации. Вот опять же, труп ученик. Ученик это человек. Его можно есть, если вы, скажем, класс орк. Если вы класс человек, его лучше не есть. Потому что вам элементарно дадут раздражение, и вы не сможете с этим раздражением ничего сделать. Она будет повышать накаленность обстановки. И одним словом, не самый. Особенно если кто-то из других существ увидит это, скажем, торговец или похожее существо. Для вас будет это прям крайне тяжело.
Поэтому рекомендуется все-таки... Мы сейчас снимем эту жажду, проблема в другом. Что нам с этим дракончиком делать? Вот в чем ситуация. Для того, чтобы снять жажду, можно использовать свиток снятия наказания, но такого нету. А может и есть, я уже не помню. Одним словом, я в большинстве случаев вот прихожу вот к таким вот ребятам и использую обряд очищения за 150 кармы. И он с меня снимает весь мусор, который на меня есть, как негативные эффекты и тому подобную фигню. Я почему и говорю, очень полезное существо. И чем их больше на уровне, тем вам комфортнее будет играть. Нам, кстати, повезло, что мы свиток телепортации юзанули. Если мы юзанули бы что-то другое, то свитки, да, свитки распознать можно. Но для этого нужно найти свиток опознавания массового и элементарно его прожать. Но его найти крайне сложно. Его можно найти у торговца. Он в большинстве случаев всегда очень дешево стоит. Ну, по крайней мере, один из самых дешевых свитков. Нам дали сон. Сон это значит это гнол-шаман. Точнее, это кобальт-шаман. Но факт в том, что он в большинстве случаев дропает свитки, дропает дротики, дропает книги всякие. То есть большинство магических предметов, такие как свитки, палочки, там, я не знаю, и тому подобное. Книги. Хорошая вещь, если вы играете за мага, это прямо ух. Как говорится, рекомендуется таких существ почаще бить. Опять же, тот дракон. Так, судя по звуку, к нам, скажем так, копается камнеядное существо, которое умеет копать. Вот оно, сейчас я покажу вам его. Стальной крот, он камнеядный, а у него есть талант прокладка тоннелей. Соответственно, он до нас элементарно прокопается сейчас. Вот он, приплыл, мы его убираем. Достаточно тяжелое существо, но не самое. Есть Грейжи на его версии, они достаточно, если мы с ними встретимся, я покажу. Они тяжелее во много раз. Звезда. Вот это вот самое опасное существо, ее чисто бить на расстоянии. Серая слизь. Почему бить на расстоянии? Потому что она уничтожает ценность. Железо, медь, серебро, надетое, невесомое, не источник, не цель. Соответственно, оно 25% того, что уничтожит у вас все оружие. Металлическое, будь то металлическое, серебряное, бронзовое, не суть важно. Факт в том, что его надо бить только на расстоянии. Поэтому делайте, что хотите, но это существо надо убить на расстоянии. Потому что вы просто свою экипировку потеряете, если будете бить его в ближнем бою. Шанс есть, но пусть он и не самый большой, но все же он присутствует. Поэтому рекомендуется бить его именно дальним боем. Проще всего, конечно, наверное, играть дальниками, но опять же, у них свои заморочки наверняка будут. Поэтому как-то так. Только что мы видели еще одного какаду. Это попугай, как это неудивительно звучало. Достаточно тяжелое существо, но опять же, у него скорость 5.0, и у него талант полет, соответственно, его в ловушку загнать не получится. Если у вас скорость ниже или значительно ниже, то вы его, скорее всего, просто заколебетесь бить, он по вам больше ударов нанесет. Для этого нужно очень много хп иметь. Это существо хорошее. Вер-крыса. Оно спамит крыс вокруг вас. На этом существе
точнее сказать, благодаря ему можно прокачать все виды доспехов до максимума. Благодаря тому, что он спамит крыс, благодаря которых вы качаетесь, если при условии, если вы выживаете, благодаря своему доспеху. Поэтому вот это существо очень хорошее. Но опять же, он не спамит крыс. Поэтому мы ждем, пока он заспамит крыс. Вот он заспамил крыс, что нам, собственно, и нужно было. И он, смотрите, сейчас как он будет поднимать нам статы. У нас одетые средние и легкие доспехи, судя по всему. 16,75. Пропускаем ход. 17,77. Чем выше показатели, тем сильнее ваша защита будет. У нас в данный момент одеты средние и легкие доспехи, поэтому у нас показатели именно эти повышаются. Крысы бьют не очень сильно, и благодаря этому вы можете элементарно прокачать. Но опять же, это очень сильно, хорошо работает в связке с лечением. Если вы, например, какой-нибудь, не знаю, священник или монах, если у вас там изначальное лечение есть, оно очень прям классно работает. Но вот эта фиговина очень опасная в милишном бою. Учитывая то, что они нас тоже бьют, то нам желательно бы лишний урон от них не огребать. Качать их лучше всего там, где они, кстати, достаточно тяжелые крысы. Одним словом, хорошая вещь, рекомендуется использовать. Максимально прокачивать броню и потом просто приходить и всех распинывать. Даже с минимальной броней. Но опять же, чем выше вы играете, точнее выше ваш уровень, тем опаснее. Это щенок Динго. Это просто как собака идет, ее можно приручать, если вы сможете. Хорошая вещь, вырастает большая собака Динго, которая имеет талант блаженства, которая умеет опознавать вещи на проклятость. Как и кошки то же самое умеют делать. Но мы заберем, а там, чтобы он не валялся тут. Мы на 4-м уровне. На 5-м уровне помню, что у нас дракончик. Я думаю, к дракончику мы пока повременим идти. Что-то мне подсказывает, что мы во второй раз от него не сбежим. Хотя можно. Вот опять же змея. Она бьет ядом. Вы просто элементарно не сможете пережить ее удары, если у вас не будет сопротивления к яду. Поэтому первое и самое главное, что вам нужно практически в любой игре, когда вы начинаете, именно сопротивление к яду. Максимальное сопротивление к яду, которое у вас может быть, оно сначала идет в процент, как, например, холод. Когда он достигает 100%, вы получаете так называемый кап. То есть получаете максимальный стат, и она проценты исчезает, появляется вот значок. В нашем случае вот у нас 100% яд. Вот холод у нас еще есть 15%. Ну, вот, когда достигаете 100% яда, у вас резист от яда. И просто очень многие мобы в будущем будут бить вот именно ядом. А яд очень опасная вещь, потому что он вам может понижать характеристика сила. Причем на так называемом временном основании, а если у вас полностью сила упадет, то вы просто персонаж погибнет. И он элементарно сможет меньше носить. Вот, например, у нас сейчас 137 килограмм с половиной, а там, когда будет падать сила, у нас вес будет все меньше, 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 меньше. Соответственно, вы ничего не сможете практически носить. И у вас никто не говорит про силу. Там еще есть такие другие, так называемые поглощатели того же, например, интеллекта есть. Тоже достаточно сильное существо. Но опять же, главное и не пропустить момент, когда она из вас начнет интеллект вытаскивать. И таких существ лучше бить на расстоянии. И вообще, в идеале, конечно, на расстоянии. Но опять же, если учитывая то, что у нас орк, мы в принципе можем тоже бить их.
на расстоянии, но мы предпочитаем, учитывая то, что у нас иммунитет на яд есть в данный момент, мы можем бить ядовитых существ руками. Ну, как сказать, не руками, а мечом. У нас двуручный меч в двух руках стоит. Поэтому мы, по сути, бьем мечом, а не руками. Поэтому как-то так. Я предлагаю спуститься ближе к гномьим копьям, так называемому шахматному городу. Вот опять же, вот здесь вот, скорее всего, переход где-то есть. Судя по тому, что на противоположной стороне стены у нас есть этот переход. Но его здесь не можем обнаружить. Скорее всего, он поворачивает. Надо его открыть в идеале, чтобы побыстрее проходить. Двери очень важны. Благодаря дверям вы сможете элементарно проходить. Те существа, которые не проходят сквозь дверь, вот, например, у нас сейчас и отмычка есть, хорошая вещь, кстати. Ладно, на сегодня все. Всем спасибо. С вами был Андрей. Всем пока-пока.